Всем привет! Вы смотрите видео про мой первый полумарафон. До этого я только однажды пробежал 10 километров. Видео об этом есть на канале. Если еще не подписаны, самое время это исправить. Тогда я совсем не готовился, но в этот раз решил подойти серьезнее. Поэтому начнем влог с подготовки. Ну а сегодня первый день этой самой подготовки. Сегодня бежим 15 минут, посмотрим, что будет через 10 недель. Надеюсь, я не сдамся и смогу подготовиться к 21 километру. Но если сдамся, тоже ничего страшного. Главное начать. Второй день подготовки, и погода дождливая. Сегодня бежим 30 минут. Третий день бежим в такой темноте. Попробуем пробежать сегодня снова 30 минут. Завтра будет выходной. Завтра отдохнем от души. Ух. Прошла третья тренировка. Сегодня, согласно приложению Nike, мы бегали интервально. В общем-то, сегодня было жестко. Но я рад, что я пробежал. Сегодня пятый день подготовки. 12 минут хорошего темпа и 11 минут еще лучшего темпа, чтобы обогнать километраж 12-минутного забега. Сбилось дыхание, я не могу восстановить. Я не знаю, попробую посмотреть видосики, как дышать правильно, но я вообще пока не понимаю. Надеюсь, я научусь. Это всего лишь пятый день нормальной подготовки. Только Маша на днях говорила, что ни разу еще не бегал под дождем. Вот он, дождь. Сегодня я ждал, пока скроется солнце, но не ожидал, что будет дождь. Не очень день для 15-километрового забега, но посмотрим. 7,5 километров прошло. Чувствую себя нормально. Научился дышать, как видите. Я уже не задыхаюсь. Посмотрим, что будет после второй половины. Как вы видите, уже следующий день. Я не снял вчерашнее завершение 15 километров, но по уважительной причине пошел дождь, и он все испортил. Мне кажется, я был в хорошем темпе, но из-за дождя стало очень неприятно бежать. 15 километров дались проще, чем прошлые 12. В общем, мне понравилось. Тренируемся дальше. Сегодня следующий день нашего спецпроекта по подготовке к полумарафону. Вчера был сложный день, захотелось отвлечься. Я ничего лучше не придумал, как побегать свой выходной. Я немножко расслабился, отвлекся и стало получше. Вчера, увидел рил. Вообще задолбали эти рилсы пробег. Каждый второй рил пробег, как будто я бегун. Ну, в общем, увидел очередной рил пробег, где девушка говорит, что под гуфа очень классно бежать час-два, под гуфа вообще только так идет. Я планирую сегодня проверить эту теорию, и мы побежали. Слышите? Айс, бэйби, я буду тебя любить, даже когда я буду на небе. Но пока что я здесь, и я в рэпе, что там люблю тебя, слышишь? Айс, бэйби. Интервальная тренировка позади, сегодня было 1 минута со скоростью 6-7 из 10. И 1 минута просто восстанавливающий бег, получается по 15 раз. Я даже чуть побольше пробежал. Забыл вам про гуфа рассказать. Сегодня много чувак из приложения говорил со мной. Мне очень сподобилась была гуфа. У меня 2 выбора. Я очень хочу слушать гуфа и слушать Шульмана. Следующая тренировочная неделя. На этой неделе мы с Машей собираемся пойти в поход, поэтому я немножко корректировал свою неделю. Сейчас побегу просто 40 минут в нормальном темпе. В общем, сегодня у нас 12 километров. Бежать что-то не хочется, настроения нет. Но надо подготовиться к марафону, а во-вторых, это полезно для здоровья. Хотел вам сказать, что начинал эти тренировки с веса 104, сейчас вес уже 100. Я тренируюсь уже больше 3 недель, наверное. Но и в целом по самочувствию очень хорошо. Я чувствую себя гораздо легче. Побегу 12 километров, а вы там присоединяйтесь. Как вы можете видеть по моему загару, это были солнечные 3 дня нашего мини-отдыха. В один день даже ходили 5-часовой хайк в горы, очень сильно устали. Сегодня 16 километров. Не знаю, как я их выдержу. Расклад такой, 10 километров позади, осталось 6. Чувствую себя хорошо, ни разу не останавливался. Надеюсь добежать эти 16 километров до конца, не останавливаясь. Погнали! Доброе утро! А мне есть что вам рассказать. В общем, вот эти видео, которые вы только что видели, это я начал подготовку где-то в середине лета до марафона 15 сентября. Марафон не пробежал, потому что я не успел зарегистрироваться. Я очень расстроился, но... Мы, как обычно, на вокзале за минуту до отправления. Андрей, я, конечно, понимаю, что ты бегун, но я-то
Нет. Приехали в Лиссабон, сегодня суббота, завтра будет забег. Приехали заранее, потому что надо забрать всякий стаф. Проходит регистрация в Декатлоне, видимо, они спонсоры, они дают скидку 10% для участников. Все без очередей, народу не так много, видимо, много регистрировалось заранее. 3 дня на регистрацию было, сегодня последний день. Завтра уже регистрироваться нельзя в день мероприятия. Нам дали сначала номерочек. Вот такой красивый. Потом с этим номерком ты проходишь дальше, уже получаешь пакетик с футболкой. На этом все. Поменьше всего, чем в Авейру. Ну давай уже не томи. Ничего нет особенного. Мой номер. Номер победителя. И футболка, португальский флаг. Мне нравится, кстати. Я даже, может, завтра в нем побегу. Хотя не собирался, честно говоря. Вот ты потом скажешь, почему ты мне не сказал поправить волосы, а я сказала. И забыл рассказать, за это все я заплатил 26 евро. Ни фруктиков каких-нибудь, Да. ничего на завтрак. Хорошо, что у нас завтрак включен. Сегодня будем отдыхать. Не буду Андрея расстраивать и рассказывать ему, что мы собираемся сегодня не отдыхать, а идти сначала в Декатлон, потом в Икею, покупать там всякие губки. Итак, мы наконец-то подходим к отелю. Напротив, смотрите, кемпинг. Андрей предлагал там остановиться. Сейчас покажем вам рум-тур. Тут у нас в отеле такая небесная тематика. В номере она должна продолжиться. Давненько мы не обозревали отели. Это похоже очень на какую-то каюту. Мало места и такое все. Фу. Вот эта композиция мне очень нравится. Стол, с которого растет гриб. Фу. Обычная кроватка, большое зеркало, в которое Андрей будет смотреться перед марафоном. Такое все немножко какое-то, знаете, космическое, что ли. Или как в поезде, но только в каком-то бизнес-классе. Мы, как видите, уже оделись, но наш отель очень далеко. И такси сюда едет минут 20, поэтому сейчас я разденусь. И расскажу вам, что мы сегодня купили. Очки для плавания, чтобы я научилась хорошо плавать под водой. Я нормально плаваю под водой, но постоянно не понимаю, сверху я или снизу. Для бассейна еще купила шапочку такую розовую. Надевать ее не буду, чтобы не портить себе прическу. В моем зале, если будете, я буду выглядеть примерно вот так. Какой цветок. Будет красивый цвет. Да, очень. И еще Андрей купил себе фонари. Будет теперь безопасно ездить на дорогах. Это мои у меня плохо работают и Да отключаются. я отправлюсь, и можешь себе покупать и ничего не объяснять. В Икее, как всегда, я купила свои любимые перчаточки, бутылку обычную, стандартную, маленькую, чтобы опять ее потерять. И, представляете, мы купили, как всегда, доску. И прикол, что в Икее появились и вот такие вот маленькие дощечки. И у нас такой милашный комплект из 7 дощечек. Мать-одиночка, 7-летняя дочка и 2-летняя. Фух, я устала. Ну все, теперь поехали на Рождество. Можно я расскажу свои ожидания? Там будет все в огнях, там будет везде искусственный снег. Будут все такие счастливые, все такие в рождественских нарядах. Все будут пить глинтвейн, у них будет из него идти пар. Ну что, какие твои впечатления от ярмарки? Оправдались ожидания или нет? Да, прикольно, хорошее аттракционное место, я думаю. В общем-то, люди отдыхают, кайфуют, кушают, пьют. Хорошая атмосфера. Мне тоже понравилось. А сейчас мы пойдем кушать китайскую еду. Блин, красный, почему все... Что происходит? Да красный же! Почувствуйте атмосферу этого прекрасного заведения. Ты рад, что я организовала тебе весь досуг? Тебе даже не пришлось ничего выбирать сегодня. Андрей потерялся среди этого разнообразия раменов. А я буду вот такой бокс, ради которого мы пришли за 11 евро. Нам уже принесли капусту. Мне всегда хотелось попробовать очень остро. Я в шоке, но вот это все. Я не пробовала только пока вот эту редьку. Все остальное безумно вкусно. Огурцы чем-то напоминают финские, кстати, да, такие сладковатые. Гёдзе очень хрустящие, просто великолепные. Лосось не вкуснее твоего, Андрей, конечно, но намного лучше, чем во все включено. 11 евро, тут большой кусок лосося, целое яйцо, 3 гёдзе. Короче, мне кажется, это вообще супер. Так, Андрей выбирает, в каком наряде бежать. Никак не может определиться, что ему больше по душе. Вот такая вот марафонская футболка или его серенький свитшотик. Спроси у моих подписчиков. Ну так-то и обычно. Я бы, если честно, побежала в марафоновской. Я уже записался на следующий марафон. В общем, побегу я не 15 сентября, а 27 октября. Еще мы ездили в конце августа в отпуск, и там я разбил телефон. Из-за того, что я разбил телефон, из-за того, что не записался на марафон 15 сентября, я немножко выбился из режима. Наконец-то я починил телефон, поставил в приложение Nike новую цель 27 октября. У нас есть 5 недель. Сегодня первая тренировка. Просто 15-минутный бег. Так что погнали.
Но смотрите, уже осень. 15 минут легкого бега позади. Видите, по лицу я немножко даже устал. Наверное, это из-за того, что я прошлую неделю, по-моему, совсем не бегал. Я уже не помню. Немножко переживаю. Полумарафон хочется пробежать в нормальном темпе, в нормальном состоянии. Так что увидимся завтра на следующей тренировке. Очередная неделя тренировок. Прошлая неделя была довольно-таки трудной. Пару дней я не добегал из-за своего дня рождения. Осталось 4 недели до забега. Пока что как будто страшновато звучит. Да ладно, я что-то привираю. До своего отпуска я бегал-то отлично. Так что ладно, побегу, и вы вместе со мной. И сегодня с утра я не проснулся, чтобы побегать. И решил отложить на вечер. Вышел из-под крыши и сразу очень сильно закапал. Побегу свою тренировку минут 40 до волейбольной тренировки. И там, надеюсь, с вами выйти на связь. Добежал, было по тяжести среднее. Я вижу, что вы ничего не видите, сорян. Тут уже ночь. Ну, в общем, самочувствие нормальное. Сейчас посмотрим, как будет на тренировке. Утро следующего дня, время 7 утра, а я вышел на пробежку. Сил у меня не особо. 40 минут среднего бега. Нечего особо говорить. Дождь этот поганый. Вернусь к вам после пробежки. Сегодня очень неохота было бегать, как и последние все дни, да? Я даже не замечаю это. Но ладно, идем работать. Сегодня очередная тренировка, 20 километров. Это второй раз, когда я побегу 20 километров. Первый раз было тяжеловато, но я был готов лучше, чем сегодня. Боюсь, что не добегу. Еще погода говно. Пожелайте мне удачи, и я пойду. Точнее, побегу. Пробежал 6 километров. Даже легко пробежал. Надеюсь, что дальше будет так же. Но я не форсирую события. Бегу где-то 7 минут на километр. Это маленькая скорость, но, блин, я всегда так бегу. Не знаю, как остальные бегут быстрее. Побежали дальше. Немножечко перейдем на шаг. 12 километров позади. Сложно это дает. Самая большая боль — это то, что болят колени. Осталось где-то 8 километров, чуть меньше. Мне кажется, я буду очень гордиться собой, когда я добегу. Но пока я думаю, что это невозможно. Надо тренировать и выносливость тоже. Побежали вместе. Все. 20 километров. Я еле-еле добежал. Это просто ужас. Я уже возле домов, как вы видите. Я старался можно ближе к домам быть, чтобы побыстрее прийти домой. Очень тяжело физически. Морально более-менее. Дыхание тоже окей. Но вот ноги — это ужас. Утро следующего дня, 11 часов. Сегодня тренировка небольшая, получасовая. Очень много, миллион. Мне кажется, я раздавил кого-нибудь. Но вроде нет. Встал сегодня где-то в 7:30 и больше не мог уснуть, я не знаю, видимо, на каком-то состоянии эффекта. Болят только ноги, а остальное все прекрасно. Надеюсь, это был переломный момент, и я смогу держать дальше фокус. Все, закончилась тренировка. Бежали 2 минуты довольно быстро и 1 минуту восстанавливаясь. И таких раз 7-8. Настроение чуть опять улучшилось. Бегайте. Если вы в небольшом стрессе, бег может помочь улучшить ваше состояние. Но не забывайте, конечно, о том, что стресс нужно лечить другими путями, обращаться. Блять, я какую-то хуйню задвигаю, сори. Давайте до завтра. Как видите, погода не улучшилась. Очередная тренировка. А что я вам объясняю? Тренировка это тренировка. Все равно вам пофиг. Какая тренировка, главное, чтобы я пробежал, да? Пойду. Держите за меня кулачки. Короче, мы видели горы, видели ночи, видели белые. Шучу. У нас очередная тренировка. Ровно 1 час, километров 8, наверное, 9. Погнали готовиться. А к чему мы готовимся вообще? Чтобы не умереть, наверное. Мне кажется, до тренировок летних еще я бы не смог пробежать 21 километр. Но сейчас я смогу, так как я уже бегал 20, я понимаю. Ага. Значит, я тренируюсь для того, чтобы пробежать не еле-еле. Наверное, так. 1 час забега позади. Ноги болят, колени болят. Ну ничего, продолжаем тренироваться. Подходит к концу эта неделя. Осталось 2. И до следующей тренировки. Очередной день. На этой неделе у меня заболели сильно колени. Я немножко берегу себя. На прошлой неделе я мог
бежать с утра, вечером тренироваться, на следующий день опять бежать, потом опять тренироваться. Но на этой неделе я так не делаю. Сегодня чувствую себя более-менее, поэтому я вышел на пробежку. Марафон через неделю в воскресенье. Уже скоро. Сегодня пятница, 2 дня до забега. И сегодня захожу я на сайт, чтобы узнать, что там по регистрации, чтобы завтра приехать, зарегистрироваться, забрать весь став. И я узнаю, что забег перенесли на март. Вот такие вот дела. Конечно же, я расстроился. Я так надеялся на этот день. Они даже не прислали никакой имейл. В общем, должен был быть забег послезавтра. Он был перенесен, и я уже второй раз не попадаю на полумарафон свой. Хотелось бы пробежать его в ближайшее время, потому что я как-никак готовился. Буду держать вас в курсе. Решу, когда в следующий раз побегу. Спасибо, что смотрите это видео. Второй раз сопровождаете меня с отменой моего забега. Тренируемся дальше. На этой грустной ноте еще раз сделаем паузу в подготовке и переместимся в утро перед забегом. Очень даже хорошенький завтрак, я вообще в шоке. Ничего лишнего и какие-то приблуды всякие такие интересные. Сейчас вы узнаете, какая погода ждет Андрея. Та-да-дам! Та-да-да-да! Ну это нубладу. Хорошо, что не шувозу. Утром нам нужно было выселяться из номера, так что пришлось собрать все вещи, в том числе вчерашние покупки. Но чувствовал я себя хорошо, хоть и немного волновался. Ничего не произошло, все нормально. Смотрите, главное, какие у Андрея кроссовки. Хоть бы черные носки надел. Приз за участие в этом марафоне для Андрея — это будут новые беговые кроссовки. И еще, не знаю, рассказывал ли вам Андрей, оказалось, что бегунам, если вы бежите там, больше 15 километров, наверное, да, парням нужно заклеивать соски, иначе они начинают кровоточить, и вы можете загуглить, как бегут бегуны, и у них просто так стекает кровь. Мне кажется, очень больно. С другой стороны, лонгслив-то у него красный, так что, может быть, и ничего страшного, и не было бы ничего видно. Итак, из-за этих бегунов опять перекрыли все дороги, посмотрите. Тут за окном много марафонцев, и я уже, смотрите, плачу, еще даже не началось. Итак, мы приехали, ура! Много бегунов рядом, значит, мы туда приехали, значит, мы не опаздываем. Можно бегуна? Пока нет, если честно, ты похож на туриста. Я не понимаю, почему они бегут, им же еще бежать. Господи, они все разминаются. Надо переодеться и сфоткаться. Итак, сейчас Андрей обычный превращается в настоящего бегуна, смотрите. Сейчас тут будет такая жесткая спортивная музыка. Та-та-та-та, та-та-та-та. Что надо найти, куда вещи убрать. Мы с тобой единственные люди с вещами, по-моему, здесь. Мы сдаем вещички, тут такая небольшая очередь, двигается быстро, ничего страшного. Кто-то добегает первый 10 километров. Но, если честно, как-то очень мало людей встречают на финише. Просто посмотрите на меня. Я уже реву. Супер все мило. Все, мы с Андреем расстаемся. Давай. Удачи. Он пошел туда, где старт. От 2 часов старт тут по времени. А я пойду вот туда, к самому старту, чтобы снять начало. Куда же без каких-нибудь музыкантов? Конечно, они здесь. Как понимаете, я тут не заметила Андрея, потому что тут очень много людей. В общем, возвращаюсь к вам. Спустя неделю после отмены я записался на уже новый забег. 3-я попытка пробежать этот полумарафон 1 декабря в Лиссабоне. И по стечению обстоятельств я сейчас в Лиссабоне. Мы поехали в недельный отпуск. Дальше планируем ехать на юг, Португалия. Все никак не могу восстановиться после того, как отменили. Нет такого запала, чтобы бегать прям. Вот сегодня уже как-то шатковалка, но вышел на пробежку. Бегу дальше.
время 8:40. Я вышел на пробежку. Наверное, потом схожу еще в зал, если Маша не успеет до этого времени проснуться. Ой, нечего говорить. Все, погнал. Пробежал 4 километра в хорошем темпе. Что-то очень тяжело, я устал сильно. Надо готовиться. Осталось меньше месяца до полумарафона. Сегодня 14 ноября. И после отпуска я первый раз выхожу на пробежку. Опять я сделал большую паузу летом, когда я бегал. Мне было так в кайф. Я думал, что я не смогу больше остановиться и буду бегать всю жизнь. Когда вот в этом состоянии находишься, постоянного бега, а в моем случае постоянного похудения, систематически тренируешься, потом, если выходишь из этого состояния, очень сложно вернуться обратно. И вот у меня уже происходит это с сентября, с первого раза, как я профукал марафон. Пойдемте с вами на улицу. Сегодня пятница, 15 октября, и я вышел на пробежку. Вообще я подумал, что сейчас мне было бы комфортно бегать после работы, а не как раньше, утром или вечером. В 6 уже темно, осталось всего 2 недели, поэтому надо как-то за эти 2 недели подготовиться более-менее. Конечно, лучше было бы готовиться все это время, начиная с лета, но что-то так не получилось. Как-то мне сложно далось возвращение в кондиции, но я стараюсь. Мне бы очень хотелось бегать больше, но что-то пока не получается. Сегодня тренировка 11 километров. Я должен пробежать ее спокойно, чтобы почувствовать уверенность. Но пока эту уверенность я не чувствую. Побегу. Пожелайте мне удачи. Я только что закончил последнюю свою тренировку перед забегом. Извините, что я давно не выходил на связь. Наверное, не было сил просто. Я пробежал 3 километра перед забегом. Завтра суббота, завтра едем в Лиссабон, отдыхаем. И утром будет 21 километр. Честно говоря, готов я так себе. Немножко страшно. Страх будет нарастать приближением к забегу. Сзади меня не так много народу. Чувствую себя поувереннее, чем во время на 10 километрах. Хотя сейчас бегу 21. Не зря же тренировался. Мы идем к старту. Адреналинчик подходит. Ну все, кажется, надо бежать. Все уже побежали, смотрят. Бежим мы по дороге в комфорте. Главное не форсировать события, это просто в своем темпе. Погнали! Фух. Которые начали первый забег 21 человек. Чувствую себя хорошо, снимать только тяжеловато, но все для вас. Самое время рассказать, что в гайде забега написано, это самый плоский забег для ваших рекордов. Извините, что я так медленно говорю, только так пока получается. И забег идет по прямой в одну сторону и по прямой в другую. Так что действительно, кто ставит рекорды, наверное, это хороший забег для них. Надо разворачиваться. Посмотрим, сколько людей сзади нас. Как вы видели, мы только что пробежали Белем Тауэр. Все, что я могу рассказать вам. Надо чуть пробежать без телефона. Интересно, это был тот же самый Человек-паук, что в Авейру. Андрей бежит! Я его поймала, представляете, какая радость. Все, убежал. Самое время нам с вами кое-что обсудить. Хочу, знаете ли, перед вами извиниться за то, что в прошлый раз назвала забег на 10 километров марафоном. Не обязательно было ставить все эти дизлайки к прошлому видео. Я сделала выводы, могу объясниться. Я знаю, что марафон — это 42 километра, но я имела в виду мероприятие марафон, потому что ты вроде регистрируешься на марафон, даже если ты бежишь 10 километров или полумарафон. Но я принимаю всю критику, и больше такого не повторится. Окей, забег — это забег, полумарафон
марафон — это полумарафон, а марафон — это марафон. До марафона мы тоже, наверное, когда-нибудь доживем. Самое время поставить лайк Андрею в качестве поддержки, чтобы ему там лучше бежалось. Мне в качестве одобрения того, что мы с вами договорились. И здесь я проведу ближайшие пару часов. Буду гулять, сидеть, отдыхать и ждать Андрея. Он мне скинул лайв-геолокацию, так что я сейчас смогу за ним следить. Это очень удобно. Ну и передаю слово Андрею. Все-таки он тут главная звезда сегодняшнего дня. Блин, когда телефон беру, начинаю запыхаться. Хочу добежать половину, и тогда уже будет полегче. О, вода. Нужно с вами воду попьем. Воду взяли. Вода, кстати, не очень вкусная. Подбегаем к мосту 25 апреля. Очень красиво. Бежим прямо под мостом. Первые 5 километров обгонял даже кого-то. На этот раз уже чувствую, что надо бежать просто в своем обычном темпе. Так что побежали вместе. Какие милашки стоят. Бригада. 9 километров. Чувствую себя нормально. Голова так немножко побаливать начинает. Но я уже молодец, видите? Я ни разу не остановился. Мы прямо в центре. Смотрите. Рубрика дегустация энергогеля. Только что был пункт. Водичку и гель дали. Какой-то лимонный. Как будто какое-то лекарство ешь. Теперь я буду реально жестко. Вроде меня все обгоняют, пока я ем. Второй поворот. Все, теперь бежим назад. Больше половины пробежали. Совсем чуть-чуть народа за мной. Немножко облегчую по этому поводу. Главное добежать. Последний пункт. Фу, плоховато становится. Тяжеловато. Осталось километра 3. Мост. Надеюсь, машина нам ждет. Я уже полчаса тут сижу и смотрю, как люди финишируют. Это, конечно, такие эмоции. Я сижу и задумываюсь о том, чтобы пробежать, может быть, 10 километров. Ну что, мы на месте, почти даже не опоздали. Всего 2 минуты от старта, но мы еще стоим. Ой, хочу поменять. Все, встретимся на финише. Мне очень нравится в марафоне то, что каждый здесь соревнуется только отчасти с тем, кто бежит рядом с ним, больше с собой. Все стараются пробежать быстрее, чем они бежали в прошлый раз, побить собственный рекорд, и это безумно мило. Не очень люблю соревноваться с другими, но вот эта вот тема, чтобы соревноваться с собой с прошлого, очень мило. Геолокация перестала работать 40 минут назад. Я не знаю, где Андрей, что с ним. У него сел телефон, или он его выключил. Уже видела, как девочку стошнило на моих глазах, как парень потерял сознание. Видела всяких людей с растянутыми ногами, которые хромали. Супер волнительно, не знаю, просто стою и жду недалеко от финиша. Вот, добегают люди. Волнительно, жестко. Тяжело. Осталось чуть-чуть. Последнее место. Блядь, телефон. О боже, он жив. Я побежала на финиш. Вот он, наш победитель. Смотрите, тут крутится. Очень красивая. Я так волновалась. Ты просто не представляешь. 15 километров где-то нормально были, а потом что после 15-го тяжеловато стало, я даже раза 3 переходил на шаг. Чуть-чуть. Дали банан. Фруктовый банан. Но мне понравилась, кстати, организация. Все как будто быстро. Может быть, не так много людей, я не знаю. В этот раз ты готовился? Скажи, лучше с подготовкой или как? Да, конечно, лучше. А если бы 6-10 бежал, наверное, вообще было бы ни о Да, чем. я 10 километров нормально пробежал. Я ни разу не останавливался. Хорошо себя чувствовал. Бавейру десятку побегу, можно. А 42 как же? Ну, я не знаю. Это что, твои первые беговые кроссовки? Смотри, какая огромная подошва. Не маленькие? Ну-ка покажи сбоку, какая у тебя подошва. Вау! Я, наверное, сегодня побегу.